Приветствую всех на своем канале «Занятия для души. Вязание с Натальей Волковой». Сегодня я вам хочу рассказать, каким образом я выполняла вот такую вот летнюю кофточку. Кто смотрел мои бесплатные видео МК, в частности последнее мое видео МК, в котором я показывала, как вяжу летнюю голубую кофточку, наверное, обратили внимание, что я снимаю это видео вот в такой вот кофточке. И мне в последнее время поступает очень много вопросов по поводу того, каким образом я ее выполняла, эту кофточку, потому что дизайн действительно, в принципе, интересный такой достаточно в этой кофточке. Поэтому я решила вам подготовить очень подробное описание, в котором я расскажу, каким образом я ее выполняла. Сразу хочу сказать, что это не будет именно видео МК, так как сейчас на данный момент у меня очень много проектов в работе, то есть я подготавливаю очень большое количество различных видео МК, и поэтому у меня, к сожалению, нет возможности именно вязать такого плана кофточку, так как она выполнена из тоненького хлопка, и на ее работу уходит достаточно большое количество времени. Но я со своей стороны постараюсь вам максимально подробно рассказать, каким образом я ее выполняла, последовательность выполнения данной работы, объясню, каким образом я вязала и покажу, вязала бабушкин этот квадрат, вот которыми выполнена данная кофточка сверху. Значит, возможно, конечно, кто-то уже умеет его вязать, но я на всякий случай все-таки покажу, каким образом я это делала, так как я в процессе вязания сразу убираю ниточки, которые у меня образовываются именно при вязании этих квадратиков, что я считаю достаточно удобным, так как потом, если этого сразу не делать в процессе работы, уходит огромное количество времени именно на то, чтобы убрать эти все ниточки. То есть я также, помимо того, что покажу, как я вязала именно бабушкин квадрат, я покажу, каким образом я соединяла эти квадратики между собой, расскажу последовательность выполнения данной кофточки, так как тут, в принципе, если вы обратили внимание, дизайн достаточно, я бы сказала, немного сложноватый, поэтому, конечно же, нужно знать, что, зачем, как выполнять, каким образом связать верхнюю часть, чтобы она хорошо села по фигуре. То есть, в принципе, я не скажу, что эта кофточка, она прямо очень и очень сложная, но так как я ее выполняла самостоятельно, конечно же, я столкнулась с очень многими проблемами, которые я вот именно перевязывала, подгоняла по фигуру, то есть у меня ушло на это большое количество времени. Но если я вам, соответственно, со своей стороны расскажу уже, как, что я делала, с какими моментами я столкнулась, то я так думаю, что, по крайней мере, у вас, возможно, столько времени на перевязы не уйдет, как это ушло у меня. Значит, то есть все эти моменты я вам расскажу в процессе данного видео. Значит, как я уже сказала, это летний вариант кофточки выполнялся, он из стопроцентного хлопка. Значит, верх это вот у меня спереди, и вот таким вот образом сзади выглядит, я вам покажу сразу, вот так вот кофточка у меня выглядит сзади. Это верх у меня идет вязанием бабушкин квадрат, очень распространенное такое вязание, мне оно очень нравится, у меня много работ выполнено именно в данной технике. Фото я вам покажу, а также покажу, оставлю эти фото в конце видео, то есть вы сможете посмотреть при желании. Огромный плюс вот именно вязания бабушкиным квадратом, я считаю, это то, что можно использовать все многочисленные моточки пряжи, которые образуются у вязальщицы в процессе работы, что я считаю очень-очень большим плюсом, так как действительно иногда так бывает, что образовывается много моточков, которые не знаешь, куда деть. То есть вот, пожалуйста, такой вот вариант пристройки этих моточков. Обвязка по рукавам и по низу, это у меня идет обычное вязание, обычный узор. В данной ситуации вы можете использовать абсолютно любой узор крючком. Единственное, что он не должен быть расширяющимся, то есть он должен быть обычным прямым узором. Если я найду именно такую схему, то я вам в конце видео предоставлю именно эту схему. Если же не найду, то оставлю несколько
видов схем, по которым можно будет также обвязать этот низ. Потому что в данной ситуации вы также можете регулировать. Вот я, например, захотела узор, который не будет прям очень и очень сильно просвечиваться. Вы, в свою очередь, можете подобрать какой-либо другой узор, который даже, возможно, будет чуть больше просвечиваться. То есть это уже все на ваше усмотрение. Значит, спереди у меня идет вот такой вот интересный дизайн. Шнуровочка идет по груди спереди. То есть, как я уже сказала, это не будет именно видео МК, но будет очень и очень подробное описание, которое, я надеюсь, поможет вам выполнить такой вариант кофточки. Теперь, что касается размеров данной кофточки. Размер у нее где-то 46, 46, 48. В длину у меня эта кофточка 60 сантиметров. На обхват груди 95 сантиметров. И по низу, вот здесь вот объем по низу, это где-то в пределах 92-93 сантиметра. То есть это вот такие вот размеры кофточки. Также в процессе данного видео я вам расскажу, какую лучше подобрать пряжу и другие важные моменты. Итак, начинаем. Итак, первое, что необходимо сделать, это, конечно же, правильно подобрать пряжу. Я со своей стороны не рекомендую брать именно толстый хлопок. Эту кофточку, как я уже говорила, я выполняла из 100% хлопка, потому что нужно учитывать тот факт, что само по себе полотно, связанное вот именно бабушкиным квадратом, оно достаточно плотненькое. Поэтому, если вы возьмете хлопок толстый, то у вас в итоге получится изделие, я бы так сказала, грубым и некрасивым. Поэтому я рекомендую брать хлопок где-то в пределах 250-300 метров на 50 грамм. Тогда у вас полотно будет нормальное, я бы так сказала, не будет грубым. Значит, самый, конечно же, простой вариант — это пойти в магазин и купить там несколько моточков пряжи именно разного цвета на верхнюю часть кофточки и там какое-то количество моточков пряжи на нижнюю часть кофточки. То есть в какой пропорции, сколько, это уже, конечно же, в первую очередь зависит от того, на какой размер вы будете вязать, какой длины. Но я могу сказать, что общий вес у меня этой кофточки получился в пределах 250 грамм, из которой вот из этих 250 грамм 2 моточка по 50 грамм, это у меня пошли на обвязку рукавов и на низ вот здесь вот изделия. То есть здесь у меня вот в общей сложности на обвязочку, получается, ушло 100 грамм пряжи, и получается, что 150 грамм в общей сложности это у меня получился верх. Именно вес верха. Значит, как я уже сказала, самый простой вариант — это пойти в магазин и купить много различных моточков пряжи. Хлопок, как правило, он выпускается по 50 грамм, моточки небольшие. Уже, естественно, цветовую гамму вы уже должны подбирать самостоятельно, какая вам больше нравится. У меня здесь в общей сложности где-то цветов 5-6 именно вот на этой кофточке. Плюс, если вы обратите внимание, что у меня еще даже есть вот ниточка с люрексом, вот белый хлопок, это у меня с люрексом. То есть уже какая цветовая гамма, сколько цветов, это вы уже должны выбирать самостоятельно в зависимости от ваших вкусов. Ну и плюс дополнительно, как я уже сказала, у меня ушло 2 моточка по 50 грамм, это на обвязку рукавов и на низ кофточки. Это самый простой вариант. Я же, значит, в свою очередь вязала эту кофточку из остатков пряжи, хлопковой пряжи, и я считаю, что это, в принципе, прекрасный вариант для того, чтобы пристроить вот это огромное количество моточков различной пряжи, которые рано или поздно именно накапливаются у любой практически вязальщицы. Значит, если вы будете подбирать, именно вязать из остатков, что я хотела бы вам порекомендовать в свою очередь, это, конечно же, брать пряжу одного состава. То есть вот у меня, например, это все 100% хлопок. Далее, на что обязательно необходимо обращать внимание, это, конечно же, хлопок у вас с мерсеризацией или без мерсеризации. То есть у меня вот кофточка, она связана из хлопка именно с мерсеризацией, то есть здесь вся пряжа. То есть если вы не знаете разницы между хлопком с мерсеризацией и без мерсеризации, я об этом подробно говорю в своем видео МК, как я вот вязала голубую свою кофточку из хлопка. То есть там я именно рассказываю, чем отличается хлопок
хлопок с мерсеризацией и без. Но основные моменты, значит, это хлопок с мерсеризацией, это вот он такой вот блестящий. И хлопок без мерсеризации, он матовый идет, он не блестящий. Поэтому я, конечно же, рекомендую, если вы будете подбирать моточки пряжи, брать хлопок, чтобы он у вас был одинаковый. То есть или с мерсеризацией, или без мерсеризации. Потому что если вы возьмете тот и тот, боюсь, что в итоге он может как бы не очень хорошо смотреться. Значит, следующее, на что необходимо обращать внимание, это, конечно же, на толщину пряжи. Это очень важно. Я понимаю, что, конечно же, если у вас там огромное количество различных моточков в процессе работы образовалось, уже не помнится, какой там где метраж, но чисто визуально, вот если сравнивать, вот, например, вот у меня идет это вот одна пряжа, вот хлопок, вот у меня хлопок идет совершенно другой, но вот так вот, если его сложить, то есть визуально вы должны видеть, что у вас пряжа, она практически одной толщины, потому что если у вас будет разная толщина пряжи, то, конечно же, оно может не так хорошо смотреться. Значит, следующее, на что необходимо также обратить внимание, это какого цвета у вас будет именно пряжа. То есть у меня здесь идет пряжа в нейтральных таких оттеночках, можно сказать, что в светлых оттенках. Поэтому можно вязать спокойно, не задумываясь о том, что пряжа может залинять. Если же вы будете брать, например, контрастную пряжу, соединять там белый с красным или с синим, или с зеленым, ярко темно-зеленым, то нужно учитывать тот факт, что обязательно необходимо перед выполнением работы постирать пряжу, образец, по крайней мере, вот связать какой-нибудь квадратик, образец, и убедиться, что после стирки данная пряжа не линяет. То есть, так как работа большая, кропотливая, очень обидно будет, если вы выполните работу, предположим, после первой же стирки у вас может залиняться все изделие. Поэтому это необходимо учитывать, но опять же, как я уже сказала, если вы будете использовать контрастные яркие оттенки пряжи, то есть если будут оттенки нейтральные, светлые, вот как здесь у меня в данной ситуации, то в принципе я так думаю, что мало очень шансов, что пряжа может залинять. Значит, итак, значит, после того, как вы подобрали пряжу, первое, с чего я начинала вязать данное изделие, данную кофточку, это с верхней части. То есть вот у меня верхняя часть, связана она вся вот такими вот кубиками, бабушкиным квадратом. Значит, размер одного кубика, мало ли вдруг, если для вас это будет интересно, сейчас я вам скажу, вот здесь вот примерно около 5 сантиметров. Да, около 5 сантиметров вот размер одного вот этого вот кубика. В одном кубике я использовала 3 контрастных цвета, и обвязочка у меня во всех кубиках шла одного какого-то цвета. То есть вот здесь вот, если вы обратите внимание, то есть только вот 3 ряда вот в этом вот внутри кубика, они идут у меня разных оттенков. Значит, для начала, конечно же, необходимо связать вот именно вот такой вот образец, кубик. У меня здесь, как вы видите, они небольшого размера, но вы в свою очередь можете и их связать большего размера. То есть это уже чисто все на ваше идет усмотрение. Значит, вязала я данные кубики вот по этой схеме. Это обычная схема именно вязания бабушкиного квадрата. Вот я вяжу именно вот по такой схеме. Единственное, что тут небольшие вот у меня идут изменения, но это я в процессе вязания вам покажу. В некоторых бабушкиных квадратах используется вот здесь вот между 3 столбиками с накидом идет еще по одной воздушной петельке в некоторых. Но я не вяжу здесь воздушную петельку. Объясню почему. Потому что если вы здесь будете провязывать воздушную петельку, у вас дырочки вот между вот именно самих этих вот квадратиках, они будут большего размера. То есть так как я не хотела, чтобы у меня были очень большие дырочки здесь, то, соответственно, я воздушные петельки не вязала. Ну, то есть вот я вязала вот чисто по этой схеме. Значит, для начала работы я вот связала вот такой вот образец. Взяла я пряжу немножко потолще, просто для того, чтобы вам поудобнее было показывать, каким образом я его вязала. Значит, вот такой вот у меня получился квадратик. Значит, тут у меня точно так же идет
3 цвета это контрастные, и вот 4 это вот как бы вот будет уже обвязочка, и вот в этом ряду будет соединение непосредственно вот этих квадратиков. Это у меня уже отпаренный вариант квадратика, то есть также не забываем, что в процессе работы необходимо периодически полотно отпаривать, чтобы оно у вас было красивым. Итак, значит, сейчас я с вами провяжу именно вот данный элемент, бабушкин квадрат, и объясню, как я в процессе работы ввязываю ниточки, которые остаются. То есть вот у меня изнаночная сторона, если вы обратите внимание, она вот такая вот достаточно аккуратненькая. Это не принципиально ввязывать ниточки в процессе работы, вы это можете делать, вы это можете не делать, как вам уже будет удобно. Но со своей стороны хочу сказать, что огромное просто количество времени потом уходит на то, чтобы убрать все вот эти вот ниточки, потому что ниточек очень много, и поэтому я пришла к выводу, что мне намного удобнее в процессе вязания сразу убирать эти ниточки, чтобы я потом не тратила огромное количество времени именно на вот то, чтобы их убрать. Итак, начинать я буду вязать вот с пряжи такого вот оранжевого цвета, то есть вот у меня начинается работа. Значит, опять же, как я уже сказала, я делаю небольшие буквально дополнения в этот бабушкин квадрат, но это уже чисто мое вот дело, вы можете вязать непосредственно по самой схеме. Итак, значит, первый ряд, это я делаю цепочку из 6 воздушных петель. То есть вот я вот таким вот образом сделала и вяжу 6 воздушных петель. Вот я их связала, после чего я замыкаю в кольцо эти петельки. Вот таким вот образом я замыкаю в кольцо. И далее я начинаю вязать непосредственно первый ряд вот схемы. Вот он у меня идет, этот первый ряд. То есть я делаю 3 воздушные петли для подъема. Вот я их провязала. И далее я начинаю вязать следующим образом, но при этом вот этот вот начальную ниточку, кончик, я как бы придерживаю вместе вот с этими воздушными цепочечками и сразу ввязываю вот этот вот кончик. То есть вот таким вот образом я его держу как бы. И далее после 3 воздушных петелек я провязываю 2 столбика с накидом. 1 и 2. Вот я провязала 2 столбика с накидом, то есть у меня как бы получилось чисто визуально как бы 3 столбика. Значит, при этом вот у меня идет ниточка, и я ее сразу ввязываю в полотно. Далее у меня согласно схеме идет 2 воздушные петельки, но я именно вот в бабушкином квадрате провязываю вот эти вот угловые по 3 воздушные петельки. 3 воздушные петли провязала, и далее я опять же провязываю 3 столбика с накидом. При этом вот этот кончик я его ввязываю в полотно, то есть я придерживаю и вот его ввязываю. 3 столбика с накидом. 1, 2 и 3. Вот 3 воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Все это время я ввязываю вот эту вот ниточку начальную. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки. И опять же 3 столбика с накидом провязываю. Всего у меня в первом ряду должно быть 4 повтора по 3 столбика с накидом. То есть вот 1, 2, 3, 4. Далее я в конце ряда провязываю 3 воздушные петельки и замыкаю вот сюда вот, делаю таким вот образом петельку, то есть соединяю вот этот вот первый ряд. То есть вот у меня получился первый ряд. При этом я отрезаю вот эту вот ниточку и фиксирую ее, чтобы она у меня, соответственно, здесь вот так вот держалась. То есть вот таким вот образом у меня получается, я провязала первый ряд. При этом с обратной стороны, если вы обратите внимание, вот эта вот ниточка начальная, она у меня уже как бы вязана в полотно, и ее достаточно просто взять и вот таким вот образом отрезать.
так как она уже вот эта вот ниточка убрана. То есть вот. Далее я беру следующий цвет. У меня это вот такой вот будет бирюзовый. И начинаю вязать, но единственное, что я вяжу не именно вот с этого участка, где я закончила первый ряд, а я начинаю вязать, ну, с любого другого угла. То есть вот, предположим, вот с этого угла я начинаю вязать. То есть фиксирую здесь ниточку, при этом завязываю я ее вот как бы в начале вот этой вот дуги, завязываю ниточку вот таким вот образом. И начинаю вязать второй ряд. Схему, кстати, я вам предоставлю в конце данного видео, поэтому если вам будет удобнее работать по схеме, то вы можете ее распечатать и по ней работать. Значит, вяжу следующим образом. Вот этот вот именно кончик, который мы завязывали, я его также фиксирую и держу вот вместе с этими воздушными петельками, потому что я его буду сразу ввязывать в полотно. То есть я провязываю 3 воздушные петли для подъема. Вот 3 воздушные петли. Далее я делаю 2 столбика с накидом. Это у меня начальный, так сказать, ряд. Вот 2 столбика с накидом. И так как это у меня угол, получается, вот у меня 4 угла, то есть в углу я провязываю 3 воздушные петельки. Вот 3 воздушные петли. Далее у меня также вот сюда вот в угол идет 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. При этом все это время вот с обратной стороны я придерживала вот эту вот начальную ниточку, и если вы обратите внимание, я ее сразу вязала в полотно. То есть вот она у меня идет, эта ниточка. То есть здесь ее уже заделывать опять же не нужно будет, достаточно будет ее просто отрезать потом. Значит, и далее я начинаю вязать вот следующий уголок вот здесь вот. То есть также я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот я провязала 3 столбика с накидом. Делаю 3 воздушные петельки, так как это у меня угол. И сюда же в дугу провязываю еще 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот так вот. Далее я начинаю вязать следующий вот этот уголок, но так как, если вы обратите внимание, здесь вот у меня торчит ниточка, то есть я эту ниточку сразу вот таким вот образом сюда прикладываю и начинаю вязать следующий уголок. То есть 1, 2, 3. Вот. 3 воздушные петли. И опять же сюда в дугу я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот я провязала. Подтягиваю сюда как бы вот этот вот кончик. Вот видите, он у меня уже сразу вязан. То есть получается, я провязываю второй ряд, и у меня уже вот эти 2 ниточки я отрежу потом, и можно сказать, ниточек у меня нет с обратной стороны. И далее вот я вяжу последний вот этот уголок, то есть 3 столбика с накидом. 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. И получается у меня соединительная петля в конце узора. То есть вот соединительная петля, и отрезаю ниточку. Вот таким вот образом у меня все это получается с лицевой стороны. Второй ряд я провязала. С изнаночной стороны вот эти вот 2 ниточки сразу можно отрезать уже. То есть их убирать не надо будет.
То есть вот таким вот образом у меня получается с изнаночной стороны. Как вы видите, провязали второй ряд. Ну, аккуратненький, нормально, ничего здесь убирать не надо. Далее я вяжу следующий третий ряд. Я беру белую ниточку. То есть у меня еще получается провязать следующий вот белого цвета ряд. И вот уже на четвертом ряду я буду именно соединять вот эти квадратики. Но опять же, самый-самый первый квадратик вы должны вот связать именно вот такой вот, то есть из 4 рядов. Это самый-самый первый квадратик у вас, он идет вот полном, вот такой вот, необходимо его связать. Итак, я вяжу следующий ряд, точно так же я соединяю в другом месте вот эту вот ниточку, фиксирую ее, завязываю. Завязала ниточку и начинаю вязать следующий ряд, в принципе, по такому же принципу, как и второй ряд. То есть вот я при вязании сразу придерживаю вот этот вот кончик, чтобы его ввязывать в полотно. Делаю 3 воздушные петли, 2 столбика с накидом, то есть это у меня самый первый идет элемент. 3 воздушные петли, так как это у меня вот уголочек, 3 столбика с накидом. Так, 1, 2, 3 столбика с накидом. И далее вот у меня получается здесь еще необходимо сделать дополнительные 3 столбика с накидом, так как это уже третий ряд. То есть я делаю 3 столбика с накидом вот сюда вот в дугу, получается, между 3 столбиками с накидом предыдущего ряда. То есть вот я провязала. Далее уже у меня идет уголок, то есть я провязываю 3 столбика с накидом. Вот. 3 воздушные петли, 3 столбика с накидом. Следующие 3 столбика с накидом. Вот. Далее у меня идет уголок, то есть 3 столбика с накидом. Три воздушные петельки и 3 столбика с накидом. Далее у меня опять же сюда идут 3 столбика с накидом, но если вы обратите внимание, здесь у меня ниточка, поэтому я ее вот придерживаю вот таким вот образом, чтобы ее сразу вязать и убрать, и провязываю сюда 3 столбика с накидом. Вот я провязала, при этом я ввязала сразу вот этот вот кончик ниточки. Далее у меня идет уголок, то есть это 3 столбика с накидом. Три воздушные петельки, 3 столбика с накидом. Три столбика с накидом, последний уже в данном ряду. Вот я провязала, и соединительная петля, то есть я как бы соединяю начало и конец ряда, то есть вот таким вот образом. Отрезаю ниточку. Вот у меня получилось, я провязала третий ряд. Ниточки здесь предыдущего ряда я отрезаю, так как они уже сразу у меня все ввязаны. Вот таким вот образом я все это отрезаю. Вот у меня получается вот такой вот квадратик. Значит, здесь в схеме указаны по углам по 2 воздушные петельки, но я всегда делаю по 3 воздушные петельки, потому как, на мой взгляд, 2 петельки все-таки немножко маловато, и потом может подтягиваться вот этот вот квадратик. Поэтому я именно делаю по 3 воздушные петельки. В некоторых бабушкиных квадратах, вот как я уже говорила, между вот этими 3 столбиками с накидом идет по 1 воздушной петле. Я их
их не делаю, потому что, ну, это уже опять же на ваше личное усмотрение, делать их или нет. Если вы будете делать по воздушной петле между 3 столбиками с накидом, то у вас здесь просто будут побольше дырочки. То есть если вам вот это надо, то значит делайте. Если вам не нужны очень большие дырочки вот здесь вот в частности, то тогда лучше не делать по воздушной этой петельке. То есть вот у меня получился вот такой вот квадратик. И теперь далее я буду вязать последний 4-й ряд, в котором я буду уже сразу соединять вот первый квадратик со вторым. То есть каким образом я это буду делать? То есть я беру уже следующую ниточку, опять же фиксирую ее в другом углу. Опять же, сразу хочу сказать, что, возможно, это у меня какие-то отклонения от схемы, но это просто эти отклонения, которые уже выработались в процессе работы. То есть я поняла, что мне так просто поудобнее работать. Именно какая у вас техника вязания этого бабушкиного квадрата, это уже нужно посмотреть в процессе работы, что вам будет удобнее. Итак, я начинаю работу точно так же, как я вязала предыдущие ряды. То есть я придерживаю вот эту вот ниточку начальную для того, чтобы ее сразу ввязать в полотно. Делаю 3 воздушные петельки и провязываю 2 столбика с накидом. Вот таким вот образом. 3 воздушные петли, так как это у меня уголок, и провязываю еще 3 столбика с накидом. И далее вяжу до конца ряда, то есть 3 столбика с накидом. 3 столбика с накидом. И 3 столбика с накидом сюда. Вот. И получается, что я дошла до конца ряда, и теперь мне необходимо соединять вот этих 2 элемента. То есть я каким образом делаю? Я делаю одну воздушную петельку для подъема, и далее я беру вот этот вот второй квадратик, протягиваю с обратной стороны вот так вот крючочек, вытягиваю и провязываю еще 2 воздушные петельки. То есть у меня получилось как бы в общей сложности 3 воздушные петли я сделала. Далее я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот 3 столбика с накидом я провязала. Далее я беру вот этот вот первый квадратик и в третью вот здесь вот петельку вот так вот завожу крючочек и вытаскиваю вот эту петлю первого квадратика. Вот таким вот образом у меня получается. Далее я вяжу следующие 3 столбика с накидом. Вот сюда. Так, 1, 2, 3. Вытаскиваю вот эту петельку. Далее отсчитываю 1, 2, 3. И в третью вот сюда петельку вытаскиваю вот эту вот петлю. То есть вот таким вот образом у меня получается. Далее я вяжу следующие 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот они. И в третью вот сюда петельку я вытаскиваю вот эту петлю. Вот так вот. То есть вот у меня получается вот такое вот соединение. Далее опять же вот я дошла до угла. Я провязываю 3 столбика с накидом. 1, 2, 3. Вот. Так как это уже угол, я провязываю 1 воздушную петельку. Завожу вот сюда вот в уголочек крючок. Вытаскиваю вот эту петельку сюда. И 2 воздушные петельки еще провязываю, потому что всего у нас в углу, не забываем, по 3 воздушных петельки. И далее я вяжу уже по рисунку, так как соединительная часть вот именно в первом ряду она будет с одной стороны. То есть вот так вот. Вот видите, у нас соединилось 2 вот этих вот квадратика. Обязательно необходимо, конечно же, потом это все будет отпаривать. То есть и далее я вяжу по рисунку 3 столбика с накидом.
Далее вот у меня идет ниточка. Не забываем, что ее в процессе вязания обязательно ввязываем полотно. То есть 3 столбика с накидом. 3 столбика с накидом в угол. Так, все это у нас уголок, поэтому в углу я делаю 3 воздушные петельки. Вот так вот. 3 столбика с накидом. Следующие 3 столбика с накидом. И последние 3 столбика с накидом. И соединительная петля. Вот. Отрезаю ниточку. То есть вот получается, я довязала второй квадратик. Таким вот образом он у меня выглядит. С обратной стороны я отрезаю ниточки, так как они у меня уже убраны в полотно, вязаны. То есть, как вы видите, с обратной стороны все очень аккуратненько. То есть не надо тратить дополнительное время на то, чтобы убирать вот эти вот все ниточки, потому что это действительно очень большое количество времени на это уходит. Вот у меня получилось 2 квадратика, соединенные между собой. То есть по такому принципу я соединяю именно все квадратики. Итак, после того, как вы поняли принцип именно соединения квадратиков, я так думаю, что можно уже начинать работать и вязать непосредственно кофточку. Значит, начинала я ее вязать вот с этого первого ряда. То есть вот у меня идет первый ряд. Всего в первом ряду у меня получилось 4 квадратика с одной стороны, 4 квадратика с другой стороны, и сзади у меня получилось 9 квадратиков. Вот они у меня 1 2 3 4 5 6 7 8 9, да. Значит, сзади у меня на 1 квадратик больше. Почему это происходит? Потому что спереди еще потом будет вот идти вот такая вот обвязочка со шнуровкой, которая, можно сказать, что будет идти как 9-й именно квадратик спереди. То есть в общей сложности у меня получается, что я, значит, первый вот этот вот ряд из квадратиков должна связать буду из 17 квадратиков. Но это опять же моей ситуации. Если вам, например, нужно вязать на больший или на меньший размер, то вы уже, соответственно, смотрите сами самостоятельно, какая вам необходима вот длина вот этой вот цепочки из квадратиков. Она должна быть не менее, чем у вас обхват по груди, плюс еще зазорчик в несколько сантиметров. То есть так как это верхняя часть, то соответственно у вас это должна быть ширина груди. Значит, вот именно по моей кофточке у меня получилось, что до уровня праймы, вот до обвязочки праймы, я провязала 2 ряда квадратиков, соединяла их по принципу, как вам и показывала. Только единственное, что нужно учитывать тот факт, что в первом ряду, если идут соединения, вот эти вот с одной стороны, вот только идут соединения, то во втором ряду вы будете соединять вот с этой стороны, получается, и вот следующий квадратик у вас будет соединяться вот здесь вот. То есть у вас пойдут соединения как бы с 2 сторон. Но эти соединения, они все делаются абсолютно по одному принципу, как я вам показала. Единственное, что здесь вот именно когда вы будете соединять сверху квадратик, то есть у вас пойдет соединение вот с этой стороны в уголке, и вот здесь вот соединение пойдет вот в этом вот уголке. В принципе, все абсолютно идет однотипное. И следующий квадратик, который вы будете соединять, вы будете его соединять вот по этой стороне и потом вот по этой стороне. То есть это вот что касается второго ряда именно вязания квадратиков. То есть если в первом ряду, я еще раз повторяюсь, у вас идет соединение только с одной стороны, то получается, что во втором ряду вы будете соединять каждый квадратик именно вот с 2 сторон уже получается. Итак, провязав, значит, 2 ряда квадратиков, то есть у меня в моей ситуации это получилось примерно на высоту 10 сантиметров, но это опять же моей ситуации,
ситуации, если вы будете вязать на больший размер, то, возможно, вам даже еще третий ряд квадратиков необходимо будет сделать, так как вот эта вот верхняя часть, она должна хорошо прикрывать грудь. То есть не должно так у вас получиться, что вы провязали вот эту вот верхнюю часть из квадратиков, а она у вас вдруг до середины груди получилась. То есть это уже будет некрасиво смотреться. То есть если вы видите, что вам, например, маловато вот именно двух вот этих рядов до проймы, то тогда получается вам необходимо будет еще один ряд квадратиков связать. И значит, после того, как я дошла до проймы, то есть это у меня два, получается, ряда вот этих квадратиков я провязала, я буду вязать следующий, третий ряд. Значит, у меня получается здесь 3 квадратика, с обратной стороны вот здесь вот у меня также 3 квадратика, но при этом в следующем ряду спереди я буду формировать как бы выточку. То есть каким образом я это делала? То есть вот у меня идут вот этих вот 3 квадратика. И я вот этот последний ряд квадратика третьего, я его соединяю вот именно с краем 4-го квадратика 2-го ряда. То есть вот таким вот образом. Соединение идет точно так же, как обычное соединение, как я вам показывала. То есть вот видите, вот идет, вот он соединяется с 3-м квадратиком 2-го ряда. И вот этот же 3-й квадратик, он соединяется с 4-м квадратом именно 2-го ряда. То есть для чего я это делала? То есть вот у меня в результате получилась как бы вот такая вот небольшая выточка. Это необходимо будет сделать, если присутствует грудь. То есть похожего дизайна я делала кофточку на подростка, на ребенка. То есть там я просто вязала без этой выточки. Она очень хорошо смотрелась. Но в взрослом варианте я столкнулась с такой проблемой, что если не сделать вот эту вот выточку, хотя бы небольшую, то оно не очень хорошо смотрится. В результате кофточка не будет хорошо сидеть по фигуре. То есть вот эту вот именно небольшую выточку ее необходимо сделать. После чего это все отпаривается. В результате она вот получается так вот еле-еле заметно, но за счет нее все-таки лучше намного кофточка садится по фигуре. То есть далее получается у меня 3-й и 4-й ряд спереди я вот вяжу по 3 вот таких вот квадратика я вяжу. И далее я вяжу еще, получается, 2 ряда, это по 2 квадратика. То есть вот таким вот образом визуально получается 3 квадратика и 2 квадратика. Это у меня будет именно выход на плечо уже. Точно так же получается я вяжу и вторую вот эту половину. То есть вот здесь вот у меня также сделана выточка. То есть делать эту выточку или нет, это уже на ваше усмотрение. Но вот я все-таки в своей ситуации я пришла к выводу, что эта выточка все-таки необходима. Значит, вот что у меня касается спинки. Спинку вязать, наверное, в какой-то степени попроще намного. 2 ряда провязаны у меня, это вот обычными квадратиками по 9 квадратиков. Значит, далее у меня идут 3 ряда, получается, это у меня по 7 квадратиков. То есть я как бы 1 квадратик убрала для проймы. То есть вот 7 квадратиков, 3 ряда получается. И 1 ряд, это я провязываю по 2 квадратика с краю. Вот они. И соединяются этих 2 квадратика с передними 2 квадратиками. То есть вот таким вот образом получается плечо. То есть вот я их соединила. То есть после того, как получается верхняя часть у меня готова уже была, обязательно рекомендую я померить ее, так как вот эта верхняя часть, как я уже сказала, она должна хорошо прикрывать грудь. То есть она не должна быть до середины груди. Значит, далее я начинаю делать обвязочку. Вот у меня идет обвязочка вокруг именно вот горловины получается. Начинаю я эту обвязку с низа, то есть с первых вот этих вот квадратиков. По краю вот этого квадратика я вяжу просто столбики без накида. То есть без накида у меня столбики, каждый ряд новым каким-то цветом. То есть вот сколько у меня здесь цветов присутствует. Вот я провязала именно вот столько и рядов. То есть в общей сложности сколько у меня здесь 6 рядов провязаны столбиками без накида. Вот я обвязала, получается, вот эти вот все квадратики.
Потом вот у меня уголочек здесь. В каждом уголочке я вязала по 3 воздушные петельки. И вот таким вот образом я как бы делала расширение вот здесь вот. Здесь же в уголке я наоборот делала убавление. То есть я из 3 петелек я провязывала одну петельку. То есть вот здесь вот, то есть в результате чего у меня получилось вот такое вот формирование горловины. То есть здесь идет расширение, здесь наоборот я делала убавления небольшие. То есть в общей сложности, как я уже сказала, здесь у меня провязано 6 рядов. Да, каждым цветом я провязывала, сколько у меня цветов присутствует в самой вот этой вот кофточке верхней части. Значит, после этого я провязала цепочку из воздушных петель. К сожалению, не помню, сколько именно точно у меня здесь воздушных этих петелек, но это вы уже сами визуально должны смотреть, чтобы у вас получились вот такие вот завязочки. То есть я провязала цепочку из воздушных петелек, по краям я сделала вот такие вот бусинки, со стразиками у меня идут вот эти вот бусинки. Значит, зашнуровала, обычно зашнуровала, при этом я вот здесь вот специально никаких дырочек не делала, то есть я просто с интервалом в какой-то, здесь у меня получается в 4 петли, в дырочку я продевала вот эту вот ниточку, то есть специально я под эту ниточку дырочек здесь не делала. То есть вот я зашнуровала, опять же зашнуровала я не до самого конца, то есть это вы уже сами должны смотреть, как вам больше нравится, или до самого конца зашнуровать, или вот как в моей ситуации не до конца я зашнуровала и получается завязала на бантик. То есть вот таким вот образом я сделала, именно оформила верхнюю часть кофточки, то есть можно сказать, что это самый сложный участок работы в данной кофточке. Далее я взяла именно основную пряжу другую, в моей ситуации это пряжа София, то есть я вам покажу ее именно бумажку, как она выглядит, покажу картинку. 50 грамм, в районе 300 метров у нее идет метраж, 100% хлопок с мерсеризацией. И далее я уже стала вязать основным вот по кругу, вот отсюда начиная по кругу начала вязать вниз полотно. Вот такой вот у меня узорчик, схему я вам предоставлю в конце видео. Я, в принципе, нашла вот именно такую схему, с которой я работала. И также оставлю еще несколько других вариантов схем, как можно этот низ обвязать. Но вы, в свою очередь, можете его обвязать любым абсолютно узором, вот этот низ кофточки связать. Единственное, что этот узор, он должен быть просто прямым, то есть без особого расширения. Но, опять же, если у вас в задумках, например, сделать типа туники и расширить вниз эту кофточку, то можно сделать с небольшим расширением. То есть это уже чисто на ваше, так сказать, усмотрение. То есть я вязала ее просто прямую, эту кофточку. Можете вы выбрать узор, например, попроще какой-то, то есть это уже что вам больше нравится. В общей сложности у меня получается, я здесь провязала где-то в пределах 22 сантиметров именно вот этим вот основным узором, после чего край кофточки я также обвязала точно так же, как и вокруг горловины. То есть вот у меня идет вот такая вот полосочка из столбиков без накида. Круговую я провязала, всего в общей сложности у меня получается 6 рядов, то есть такое же количество, как и цветов у меня на верхней части кофточки. Опять же, длину вот именно нижней части, это вы уже должны регулировать самостоятельно в зависимости от того, какая вам необходима длина кофточки. Значит, и далее, что остается в ней сделать, это, конечно же, обвязать вот вокруг рукава. Здесь я ничего сложного не делала, то есть я просто обвязала несколько вот именно раппортов, сделала узора основным узором, которым я вязала внизу кофточки. То есть вот таким вот образом у меня все это выглядит. В общей сложности я провязала здесь где-то в пределах 5 сантиметров. Но это опять же уже здесь, это вы уже самостоятельно должны регулировать длину этой обвязки, даже 5,5 сантиметров. То есть в зависимости от того, какой вам нужен вот этот вот рукавчик. То есть я его большим не стала делать. То есть вот в результате чего у меня получилась вот такая вот кофточка. Обязательно, конечно же, не забываем, что после того, как вы уже выполните всю эту работу, необходимо убрать все ниточки, которые у вас будут в процессе, останутся в процессе работы. Необходимо также отпарить это полотно. Я всегда отпариваю полотно, именно связанное крючком. И также необходимо постирать. То есть вот в результате чего
у вас может получиться вот такая вот кофточка. Очень надеюсь, что данное описание было для вас понятным, полезным, что оно вам понравилось. Если вам понравилось данное видео, обязательно ставим лайк, подписываемся на мой канал, чтобы не пропускать в дальнейшем интересную и полезную информацию. В конце данного видео я, помимо того, что ставлю вам схемы именно узоров, то есть я также оставлю свои другие работы, это в частности летние кофточки у меня будут, а также работы, связанные именно вот бабушкиным квадратом. То есть вы сможете посмотреть, какие варианты работ еще возможны именно при такой технике вязания. Итак, до новых встреч!